То мы, говорит, даже не знали, что мы зашли в Украину, потому что мы перешли, и у нас, говорит, на телефон, говорит, появилось то, что приветствует вас там Украина. Я его 5 раз хоронила. Как только я вот что-то такое нахожу, что подтверждает, что он живой, я начинаю радоваться, что он вот есть. Потом опять какой-то звонок добивает меня, что нет, там какие-то там свидетели появляются, какие-то новые там. Сказал: мама, это я жив, со мной все хорошо. Мне говорят, ваш сын находится в плену на территории Украины. Я говорю, вы не путаете. Я говорю, он вчера был пропавший без вести. Вы определитесь уже. Он что, у вас день в плену 2 бегает? Кто вам дает информацию? Кто знает там про сына, напишите хоть весточку, хоть вот просто жив-здоров. Я что могу изменить? Я хочу вернуть сына своего домой. Я имею на это право. Хорошо, если есть могила, ты будешь бегать туда и плакать каждый день, не знаю, там, просить прощения, либо благодарить за эти деньги, что не зря родила сына. А если нет могилы, ты всю жизнь будешь думать об этом, то ты продала сына за 5 миллионов. Почему боятся? Не знаю, почему боятся. Просто, наверное, напуганы, вот просто привыкли так жить, ничего не говорить. Я, говорит, вообще не понимаю вообще, что я здесь делаю. Ради чего вообще я здесь? Наш главнокомандующий вообще знает, что происходит в частях? Это довольно необычный выпуск «Скажи Гордеевой», но не снять его мы не могли. 3 интервью 3 российских женщин, которые прежде не были между собой знакомы, да и не случись война, вряд ли бы когда-то встретились. Но 24 февраля их сыновья оказались за лентой. Так на современном армейском жаргоне говорят о солдатах, оказавшихся на территории Украины с оружием в руках. 3 женщины, 3 мамы, 3 истории, которые, как мне кажется, очень важны для понимания того, что происходит в нашей стране прямо сейчас. Так я уже сказала Гульнаре, что мама не знает, только родственники, потому что они боятся маме навредить. А чего бояться? Мы не будем. Ну, если мама узнает правду, что сын пропал на Украине, они боятся, что она умрет, она не выдержит. Представляете, у меня отцу 92 года, если он узнал. Только братство. Ну, правильно, не надо потом. Найдется. В 18 лет забеременела. У меня была угроза выкидыша. И я тогда плакала, просила Бога, говорю, Господи, дай мне сына. Хотя бы недоношенного, но дай мне сына, я хочу сына. Он родился недоношенным, 7-месячным, с весом 200. И постоянно что-то случалось, я все время вымаливала. Вот постоянно я вот за его жизнь с рождения, с утробы, да, вот я вот цеплялась. Я не знаю, я говорю, даже если было бы у меня 10 девочек, любовь матери к сыну, это не, как сказать, чувство, ощущение непередаваемое. Настолько связь сильна. Когда меня спрашивают, ты что-то ощущала, там, ну, там, если там с Вадимом что-то случилось, обычно связь есть между мамой и ребенком. Если что-то случается, то мама чувствует. Я говорю, ничего. От слова совсем. Кто по профессии? Я домохозяйка. А живете где? В Петрозаводске. Сыну сколько лет? 19. 26 августа его призвали из Петрозаводска. Не призвали, он сам пошел в военкомат. Меня взял, говорит, пошли. И вот мы с ним пошли к нашему комиссару,
посидели там с ним, пообщались. Кирилл сразу сказал, что хотел бы служить, но так как мама с сестрой тут, я один мужчина в семье. Желательно, говорит, хотел бы служить там в Питере где-нибудь, ну, поближе к дому, чтобы можно было там, ты приехала там с Эмилькой. А вы как относились к тому, что он решил в армии служить? Я в такие мужские дела к нему особо не лезла. Он в кадетском учился. Он у меня с рождения был такой. В армию, да, пошел и сказал, поступлю, буду сейчас пока служить, надо найти вуз, на высшее военное хотел поступить. Ну, я думаю, что эта цель у него и осталась, только его надо найти, и чтобы он воплотил эту цель свою. Гульнара, нужно как-то объяснить, да, почему мы снимаем вот так. Ну, я немножко переживаю как бы за себя, за своего сына. Вот. В итоге в дальнейшем что будет? Пока мы не понимаем вообще сейчас. Сейчас какой статус у сына? Его объявили в Сочи. Ну, получается, солдат, отлучившийся с места своей службы, получается. Вот. И мы пытались подавать рапорт, нашу воинскую часть, дважды притом. Он там сам туда заходил. Сам туда входил, и у него не принимали. Вначале сказали то, что сейчас идет совещание, нет людей. Вот мы простояли там 3 часа, прождали до сих пор как бы. И в итоге оттуда ушли с пустыми руками. Потом приехали на следующий день, зашли туда опять. Сказали то, что сейчас нет людей, которые это подписывают. Вот. И единственное, то, что ему как бы какой-то знакомый сказал, ты если здесь будешь ходить, тебя сейчас заберут как раз эшелоны. Собираются туда и тебя обратно отправят. Вот. После этого, конечно, мы все прекратили туда ходить. Мы просто отправили почтой рапорт на увольнение с уведомлением, которое до сих пор, кстати, не дошло. Его так и не забрали, ничего не сделали. И потом мы начали писать в военную прокуратуру и в Министерство обороны. Вот. Сказали ждать 30 дней. Пока ждем. Вначале было вообще очень страшно. Просто. Он призвался 8 декабря 2020 году. И весной мой муж тоже там служил. И он сказал, что есть возможность Вадима на контракт подписать. И ему там обещали хорошую зарплату. Перебирать документами за 90 тысяч. Он все никак не хотел. Ты не знаешь, что здесь происходит. Ты не знаешь, как обращаются. И морально, и физически тяжело. Я говорю, хорошо, давай эту тему оставим. Но я действую в своих интересах. То есть институт бесплатный обещали, там профессию дать, права оттуда. Но потом как-то время прошло, он говорит, мам, хорошо, я пойду. Это было март, апрель, май, вот так вот майские праздники пошли. Прошлого года? Да. И 14 июня он подписал контракт. Хотя это был не контракт, это просто был рапорт. Контракта никто не видел, никто не читал. И эти слова подтвердил сослуживец, когда он звонил мне, он один сказал, что Вадим 27 февраля погиб. И я говорю, вот ответь мне на один вопрос. Вы контракт читали, что там прописано? Он говорит, мы не видели контракта. То есть только рапорт написали, что они имеют желание вступить в вооруженные силы России. Все. У вас остались родственники в Украине? Да, мама и брата. Другие есть. Вы с ними на связи? С мамой, да. С братом мы общались. Потом он сказал, Тань, давай пока прекратим, потому что их прослушивают и читают. И он боится что-то там сказать, либо то, что я ему там скажу, то, что я знаю. А вот это ощущение, что там твой сын воюет против страны, в которой живет твоя мама? Ну да. Что ты своего, не буду сейчас выражаться, зачем ты его на свою же землю пустила воевать? Я говорю, кто меня спрашивал? Кто его спрашивал? То есть мама вам не сочувствует? Нет, она кричит, она здорово кричит, прямо от перемата. Она даже вот, когда мы с ней разговаривали, я ей говорю, мам, я ездила в час, так и так. Говорю, ну все одно и то же, ни о чем. Она говорит, ты им скажи, он что, на велосипеде ехал? Что они выстрелили в него, и все. Так это машина, это броневая машина. Как можно пробить пробоину, и чтобы он один исчез из всего экипажа? Я говорю, я буду обращаться везде. И когда мне замполит сказал, что я даю огласку, что я во всех соцсетях пишу,
разные посты. Я говорю, я же вас предупреждала, я же не делаю в тайне. Я сначала говорю, потом делаю. Если меня не услышат, я дальше пойду, я дальше пойду. Я буду до тех пор, пока я его не найду. Да, мама, кстати, сказала мне, не мама, а юрист, она сказала, сделай сейчас доверенность на старшего ребенка. Я говорю, зачем? Таня говорит, ты играешь с огнем. Я говорю, огонь уже пришел в мой дом, которые забрали моего ребенка. Просто вот так вот забрали. Таня, а вы себя считаете русской или украинкой? Я даже на Украине жила, я никогда себя не считала, там, не знаю, патриотом. Мне никто ничего в жизни ничем не помогал, я всего добивалась сама. Я не там, не здесь, никогда себя не назову. Там, либо это родина, либо себя патриоткой. Нет. Почему вы переехали в Россию? Об этом можно говорить? Почему нет? Ну, слишком много фактов было. Самый первый факт – это у меня Ангелина, она болеет, у нас холестиатома. Угу. Это опухоль, она не слышит на одно ухо. Да, у нас было 7 операций, много кредитов, много долгов. Мой предыдущий брак, муж не хотел работать. Мне пришлось, последняя Ульяна, ей на тот момент было 2 года, пришлось оставить детей маленьких и уехать в Москву работать. В 2013 году я приехала, я работала, чтобы Ангелину спасать. Что вы делали? Сиделкой работала. Работала, а потом я познакомилась со своим нынешним мужем. И когда стал вопрос, 2014 год, когда эта вся война началась с Крымом, там, с Украиной, с Киевом, с Майданом, стал вопрос, что украинцам не давали работу. Даже не давали разрешения на работу, как раньше было другим национальностям. Только либо гражданство, либо выезжать. Я обращалась везде. Мне сказали, что дадут мне гражданство в том случае, если я буду как беженец. Но сказали, что в Москве, ближайшие города области нельзя беженцам находиться. Только там север, то есть в Якутию, там, а все остальные. И потом мне позвонили с Украины, сказали, что твои дети как бы беспризорные. Я говорю, в смысле беспризорные? И чеки у меня все есть, переводы есть, я отсылаю. И каждые 3 месяца я домой ездила. Я везла им одежду, там, и деньги, продукты, все возила. А мне сказали, что или я приезжаю и забираю их, или у меня их заберут. Мне мой муж сказал, что собирайся и вези сюда детей. И я вот в апреле, 4 апреля 2 младших собрала, дети закончили там школу, и в июне, 16 июня я уже поехала за Вадимом, Ангелиной и Анитой. И стали подавать, готовить гражданство. Гражданство, конечно, нам не обошлось бесплатно. До сих пор кредит висит. 800 тысяч. Мы брали кредит, потому что сами мы документы подать не могли. Там не там запятая, не такая буква, неправильное заявление. Всегда заворачивали. И нам пришлось через другого человека, который нам помогал, эти документы, это заявление составлять. Мы платили. За каждую бумажку, за каждую справку, за каждый неверный нотариально заверенный перевод пришлось по новой все платить. То есть, подождите, у вас за получение российского гражданства до сих пор есть кредит? Да. Но при этом вашего сына уже отправили для участия в спецоперации? Я получила в 2019 году, а дети в 2020 году гражданство. Вот как раз они в июле получили, Вадим с Ангелиной, все дети. И в декабре Вадима уже забрали в армию. А откуда вы с Украины? С Николаевской области. То есть вы, наверное, лучше всех нас в этой комнате точно совершенно знаете, есть на Украине фашизм или нету? Не знаю, я не вникала в историю. Это сейчас, когда это все задело, я начала искать мам чеченской, афганистанской войны. Идентичная просто история, аналогичная, что было срочники, что было правонарушение, что не спасали, даже знали, где в плену, они их не меняли, они их не вывозили, и точно так же эти тела лежали на тех землях. Но с Чечней там разница в том, что когда мамы ездили, искали своих детей, им помогал тот народ. Они их там кормили, поили, давали им уют. Но было легче, наверное, в том плане, что у нас не было информационной войны. А сейчас сплошная агрессия, и когда ты просишь, я сколько вижу, там у себя на странице там одни проклёны, маты, я их понимаю, потому что, я задавала такой же вопрос, а если бы сюда пришли, если бы вас лишили тепла, еды, воды, и над вами все свистит и взрывает, как бы вы себя вели?
Ну, никто не хочет, никто не воспринимает мои слова. То есть я знаю тот народ, и я знаю то, что сейчас говорят. И говорят, что твой сын поехал туда насиловать, убивать. Я говорю, я не знаю за других людей, но за этих молодых ребят я могу 100% сказать, что такого не было. Он в артиллерию попал, был в артиллерийских войсках, и потом где-то в ноябре, в середине, кнопочный телефон такой я ему там купила, такой, привезла на вокзал новый. И он мне вот как-то звонит. Нам выдали симки, позвони маме. Ну, мы там поставили, но отказались от их связи. Вот он мне позвонил и говорит: «Ма, меня, короче, забрали в Лугу». Он хотел ехать служить на Сахалин. Я сейчас думаю, лучше бы он на Сахалин уехал. Я когда услышала, когда и шел призыв, и когда я слышу от людей, которые в форме, что вот сегодня в часть приезжают покупатели, забирают... Какие покупатели? Это их так называют теперь. Приезжают покупатели в часть, призыв идет, и отбирают к себе ребят. Вот смотрят там, ага, он уже у меня в артиллерийской был, его вдруг забрали сюда в разведку военную. Приехали вот какие-то покупатели в погонах и забрали, вот их так называют покупатели. Господи, чушь какая. Чушь. Вот им дали приказ собрать там 40 человек, то он приехал, набрал 40 человек. Короче, попал в разведроту. Я в этой системе вообще ничего не понимаю. Если так, значит, так должно быть. Потом через пару недель, вот в конце ноября он мне, в начале декабря позвонил, сказал, ему очень нравится, говорит, классно, живем в полях, в бунгало, воды нет, моемся в ледяных родниках. Потом, редко звонил, в декабре редко. На Новый год позвонил, 31-го разговаривали, там мне отмечали. В январе я к нему съездила. И общались, вот съездили в магазин. Говорит, фруктов. Говорит, фруктов не дают вообще. А он такой у меня фруктовый, любит все эти яблоки, бананы. Ну вот, сказал, их там 40 человек. И пришлось на всех 40 покупать. А мне на следующий день рождения было. Конечно, там привезла. Он говорит, ты куда столько набрала? Я говорю, ты ж не будешь один сидеть, ты как бы есть. Ну вот, сказал, всем все понравилось. Сказали, мамка у тебя молодец. Приехала всех детей, накормила. Ну, она считалась, Наро-Фоминская Таманская дивизия, как, не знаю, из лучших, что ли. И мы же туда его отправили через знакомых. Он не туда, не просто так попал. И даже такая ситуация случилась, когда он туда поехал, с военкомата отправили в Москве называется пункт по распределению по частям. И тот человек, прапорщик, что ли, который поехал за Вадимом, за ними, там несколько человек было, Вадима вообще потеряли. Кто-то выхватил, как у них из автобуса хватает, как горячие пирожки. То есть недобор огромный был по частям, и кто первый выхватил, тот и попал. Вадим пропал, телефон выключился, я звоню этому майору, я говорю, где мой сын? Он говорит, мы ищем. Ну, нашли его, привезли, говорит, мама, нас 7 человек везут на Наро-Фоминск. Сначала они его хотели отправить, не помню сейчас город, как-то называется, такое небольшое слово, а потом все-таки их завезли. Псков. Да, и в Наро-Фоминск их отвезли. Вот всю жизнь старалась, хорошо, что было. Я не понимаю, почему я не уследила, почему я не сберегла. Как вообще так могло случиться, произойти именно этот момент? Для меня непонятен. У меня больше вопросов, нежели ответов, в том числе даже к Богу. Я знаю, что нельзя говорить против него. Я знаю, что нехорошо, потому что он очень мне постоянно помогал. Я 7 лет хожу в храм, и я как бы доверяюсь ему на все 100. Но эта ситуация, она вышла у меня просто. Вышла из-под контроля. Я не знаю, как это правильно обозвать. Почему так произошло? Почему мимо меня это все прошло? Он не сказал, я не узнала. Это сейчас я еще собираю по крупинкам. Свою историю сочиняю.
что могло быть, как это все произошло. Я в недоумении. 31 он мне января позвонил оттуда с части. Сказал, говорит, вообще ничего не понимаю. Мне, говорит, какие-то деньги зачислили на карту, там, под 40 тысяч рублей. Я, говорит, в декабре, там, в конце 30-го, 29-го подписал у них документ служить в этой части 29 760. То есть контракт? Он мне не сказал, что это контракт. Он мне сказал, я подписал документы, чтобы служить в этой части, чтобы зарплату получать. Я говорю, это контракт? Он такой говорит, ну, да вряд ли, говорит, наверное, контракт. Контракт, наверное, там какие-то другие условия. Вы Кирилла спросили, что ты подписал? Я спросила, это контракт? Он сказал, говорит, я не знаю, говорит, это, наверное, контракт в части, вот в этой части, что я не смогу в другую никуда уехать. Угу. Я говорю, то есть ты будешь постоянно в Луге? Он говорит, ну, конечно, у меня год срочка плюс год контракта, по-другому тут никак. Ну, говорит, и его вот фраза, что все подписали, кто с ним был. Он пошел вначале учиться ему что-то не понравилось, потом он решил, ну, давай, мам, я схожу в армию, вот, как бы докажу всем, что я такой молодец, дедушки, у нас там папа не ходил в армию, дядя не ходил в армию. Вот, он сказал, я схожу в армию, вот, буду молодцом. Я говорю, хорошо, давай, сходи. Вот, он пошел, вот, полгода там учения, вот, и, соответственно, полгода уже вот здесь, в Подмосковье. Вот. И потом уже, знаете, там 2 месяца где-то прошло, он уже начал говорить, там, вот, что-то там пытаются, там, контракт, может, мне контракт подписать? Я говорю, нет. Я говорю, давай ты отслужи до конца, потом, если решишь, вот, и потом подумаем вместе. Я думаю, ну, под конец я там все посмотрю, если уж прям так захочет контракт, посмотрю, какие у нас, в каком состоянии вообще тут страна, что происходит, все остальное, все там, информацию все узнает. Только тогда только, как бы, скажу, что давай, если хочешь, можно. Он без моего ведома подписал. Естественно, там им наговорили, там, то, что вот, сможешь поступить, обучение бесплатное. Там, у нас многодетная семья, вот у меня многодетная, он сказал, вот там маме будешь помогать. А он мне такой заботливый. Он, когда вот... Это старший ваш сын? Старший мой сын, да. И он такой заботливый, он говорит, мам, ну я же тебе буду помогать. Я, говорит, подписала, я говорю, ну, что делать? Это когда было? Вообще, это было в конце октября. 30 ноября у него должен был закончиться срок службы. Угу. Подписал он в конце октября. Вы знаете, просто вообще даже в голову не приходило, когда вот, ну, ребенок подписывает контракт. Мне кажется, ему даже в голову не приходило, что он придется воевать, что будет война какая-то. И в том числе и нам, конечно же, не приходило в голову, что будет война, что что-то такое будет. А потом я, конечно, узнала еще информацию, то, что он, в принципе, еще 2 раза подавал рапорт на то, чтобы уволиться, чтобы контракт расторгли, потому что он вначале был в одной воинской части, потом его перевели в другую, а там вот ему не нравилось. И он, в принципе, хотел контракт расторгнуть. Но его рапорта не принимали, 2 он подавал. Я говорю, ты почему мне это не сказал? Я говорю, мы там с тобой как-нибудь это сделали бы, что-нибудь предприняли по этому поводу. Он говорит, ну ладно, чего уж, мам. И когда, конечно, он сказал то, что мы вот собираемся на обучение, вот он так не хотел ехать. Прям что-то говорит, мам, так не хочу я. Вот, сказал, что вот едут на обучение, это прям надолго, месяца на 2. Вот, и они уехали вот как раз в начале февраля. Вот, 4-5, что ли, под Курск. И вот все это время, до начала всего, вот они там простояли. Никто же ничего не сказал. Отправили вот туда, за границу. Ничего никто не сказал. Они не знали вообще, чего и как, куда. Потому что, когда созванивались, вы что, вы где? Мы здесь пока стоим. Когда домой? Не знаем пока. Может, завтра, может, через 3 дня, может, что, как. У вас не было никакого предчувствия, ничего? Знаете, нет. Я так себя в этом плане прям ругаю, то, что я такая бестолковая, что ничего... Просто настолько вся в работе была. Я даже вот эти моменты, то, что там вообще происходит, ну это же было же все. Как бы эта информация, то, что там Россия, Украина, то, что там трения, вот эти все такое. Я вот прям как-то это пропустила. Я потом так себя вот прям ругала. Думаю, как так ты могла упустить этот момент и ничего не предпринять? Конечно, вот когда они зашли уже туда, у него
через 24-го они зашли туда. Вот. И 1 числа он вышел на связь с чужого телефона, сказал, что все хорошо. У нас здесь все тихо, мы там сидим во враге где-то. Вот. Ну, буквально прям 3 слова. 3 слова. Сказал, положи денег, у нас тут ровненько. Вот. Потом он, конечно, рассказывал то, что мы, говорит, даже не знали, что мы зашли в Украину, потому что мы перешли, и у нас, говорит, на телефон, он, говорит, появилось то, что приветствует вас там Украина, что-то такое. Они вообще не знали ничего. Как бы что, вот они встали, пошли, куда пошли, чего пошли. Но по правилам солдатам должны зачитать приказ. Должны. По правилам солдат, который идет на учение, у него совершенно один боекомплект, а на спецоперацию другой боекомплект, который там, ну, примерно в 2 раза больше. Должны еще копии контрактов давать. Мы даже не знаем, что там у них в контракте написано. На руки ничего это не давалось. Вообще в целом то, что их вообще завели в Украину, вообще незаконно так-то получается. Они вообще туда не должны были за территорию России-то выходить вообще. Никакого предчувствия не было? Абсолютно нет. Не было ни предчувствия. Привезла ему его телефон, который вот там, смартфон, вот этот. Как бы вроде как разрешили, что ли. Сидел с нами в машине, там сняла видео с ним даже. Там бабушки отправляли. Там скажи бабушке. Потом позвоню сам. Ну, такой. Не разговаривал никогда, много и не разговаривает. Вот, чтобы у него что-то выудить и узнать, лучше даже не стараться, потому что не услышите ничего. Он будет сидеть, молчать, скажет, налей чая. Это единственное, что он мог, да, вот. Чтобы что-то рассказывал, нет. Ни за учебы, за свои. Да у меня не было проблем с ним никогда. Он понимал, он у нас один. А когда у Мили отец умер, он вообще сказал: теперь я тут батька у вас, главный. Не было, честно скажу, не было ни тревоги, ни вообще ничего. Я все-таки думала, что я дозвонюсь до части, разберусь, что, почему он там вообще оказался, когда он 2 месяца был в армии. Вот на момент отправления он был 3 месяца всего. Вы чему его за 3 месяца обучили? Это не профессиональный контрактник. Это обманутые дети, 19-18-летние, которым проехали очень грамотно по ушам, что они будут служить хотя бы здесь в части за зарплату, на которую он зарплату собирался поступать заочно в высшее военное в Москве. Он уже вуз выбрал. Он меня просил, чтобы я узнала, когда там вступительные, какие экзамены, все. Я ему кидала там, говорит, мам, мне некогда читать, давай ты сама посмотри, выбери более-менее, что это, чтобы мне и по деньгам выходило, чтобы у тебя там не брать. 1 февраля он позвонил, сказал, мы уезжаем на учение в Курск. Я говорю, это где? Он говорит, да забей, загугли. Он знает, я лузер. Загугли, мам. Я, говорит, у меня там будет связь, я буду звонить. Я говорю, хорошо. Он уехал в Курск на учение. Это вот 6-8 февраля он мне позвонил. Связь была, конечно, очень плохая. Говорит, заряжать негде, мы постоянно в полях, грязь, ноги вечно мокрые, все, берцы протекают, и там... Он говорит, ну, у нас, слава богу, есть баня. Мы, говорит, моемся. Я говорю, вас там много? Он говорит, я не могу тебе сказать, но у нас много, да. У нас, говорит, тут учение, постоянно в полях. Я говорю, ну сколько это? Он говорит, месяц не будет, как говорит командир, сказал, месяц не будет связи. Я говорю, почему не будет связи? Он говорит, мы поедем к границе. Мы поедем к границе с Украиной. Я говорю, а там-то что вы забыли? Там-то какие учения на границе с Украиной? Я говорю, ты мне что-то не договариваешь. Он такой, ну почему? Как сказали, так тебе и говорю. Мы поедем на границу с Украиной, укреплять там свои рубежи. И говорит, я же тут не один такой, нас тут много. И мы все туда едем. Я говорю, когда едете? Он говорит,
Ну, не знаю. Может, через неделю, может, через 2. Но, говорит, рассчитывая, что где-то... Это был 22 февраля точно разговор. И он мне сказал, ну, ты рассчитываешь, что я позвоню где-то через месяц. Потом, говорит, командир мне обещал, что будет у меня отпуск. Вот, и все. И 22 февраля я его не слышала. Вообще, как все это началось, вот 24-го, вот нас увезли на учение, его увезли с сыном с начала февраля, что-то 4 числа под Курск. Вот, и мы там, в принципе, общались, у нас и связь была, и все было. Вот, и когда он мне 24 числа написал смс в 4:25, «Мама, я тебя люблю, я обещаю вернуться». Я просто... Боже, я бы умерла. Просто это, да. И мы поняли, что все это началось. Что это все началось. И в этот день я просидела, у меня сестренка со мной рядом была. И мы просидели, все это смотрели, вот это все каналы, украинские, естественно, каналы, все каналы, которые вот это оповещали. И вот целый день мы просто сидели, слушали. Вот просто это что-то было такое непонятно, что вообще случилось, что это, действительно это произошло. Вот я, например, не знаю, с Курска они попали в Украину или с Белгорода. Вот где его там, даже те же самые вещи. Когда вот он мне позвонил, он мне сказал, что у меня все забрали, все сложили в ящик, военный билет, телефон. Я вот не посвятила про жетон, что «а жетон у тебя где?» Когда я ездила к нему, жетон у него висел на цепи, на веревке, там на чем-то, на штанах. Я говорю, номер покажи мне. Вот так я вот номер узнала его жетона. И я спросила еще у замполита жетона, почему не оказалось у ребят жетона. Это первое правонарушение, если есть разведка, если есть война. Ну, это же не война, это спецоперация. Документы забрать, средства связи забрать, жетоны забрать. Хотя по закону, насколько я слышала и знаю, что на металлических цепочках и жетоны должны быть своим номером. И в случае вот таких вот потерь определяли и опознавали по жетонам. С 22 февраля он хотя бы еще раз выходил на связь? Нет, только 14 марта уже из Украины. Когда он мне сказал, что мой, говорит, вот этот вот контракт, который, говорит, я подписал вот сейчас, и у меня есть испытательный срок 3 месяца, я могу сейчас вернуться в часть. Да, он выходит первый раз 14 марта. Со своего телефона? Нет, со служивца, но с номера. Поэтому я смогла ВКонтакте найти родственников. Номер был записан на другую девочку, на невесту вот этого вот его сослуживца, который в последующем погиб 28 марта. Когда он мне позвонил, когда мы с ним разговаривали, и вдруг начался минометный обстрел и автоматные очереди, я говорю, это что, ты где вообще? Он говорит, ма, да и ладно, не переживай, сейчас постреляют, и, мол, все стихнет. Я говорю, он говорит, ну да, там вот так летает. Я говорю, а вы? Он говорит, мы не стреляем. Я говорю, а где твой бронежилет, где твой? У меня скриншоты есть, я же с ним фоткала. У него не было ни бронежилета, у него не было каски, когда он со мной разговаривал. У него вырвались, он мне сказал, говорит, у меня вырвались уже в Курске, вырвались берцы. Я, говорит, на проволоку приматывал подошву, чтобы ходить. Я, говорит, сходил в гуманитарку в поселок, приехала машина какая-то за границей. И, говорит, я там надыбал себе кроссовки, он показывает мне ногу, но такое было солнце яркое. И я даже не увидела, я видела, что они темные, там на высокой подошве. И вот он был в этих кроссовках. Как бы он взял себе. Потом я его спросила про еду. Он сказал, спасибо некоторым местным, которые нам приносят, но нам даже воду не продают. Знаете, я вначале, когда вот это все объявили, я на митинги 2 раза ходила. Жесть, у вас там сын, а вы идете на митинг антивоенный? Да. Я была, конечно, против всего этого. И вы знаете, вот мы вот с сестренкой пошли на митинг, вот народ там, и это как...
Нас как скотов вот гоняют там, мы бегаем вот от всего этого. И я понимаю позже, как это все омерзительно. Это настолько такое отношение к людям. Это просто... Почему я не могу сказать, что я против вообще всего этого слова? Ну, это вообще, конечно, это отвратительно все это, вот это все. Что там творят с людьми, вот это гоняют. Я говорю, их как это вот в такие эти, там в парк нас загнали. Снег еще тогда был. И мы бежим, люди падают. Да, и прям вот они все идут в этих шлемах, во всех этих за тобой идут. И тебе страшно вроде с одной стороны, и тебе горько, противно то, что ты бежишь просто. А второй раз мы уже вышли, мы чуть-чуть опоздали, но там это просто как кино смотришь, вот это про мафию такие наши там машины такие подъезжают, эти все на полиции такие, вижу на скоростях, тут такое все для того, чтобы загнать вот этих людей, вот эти в автозаке. А что вы почувствовали, когда узнали, что 24 февраля У меня истерика была, я кричала на весь дом, дети прибежали, я просто не могла, у меня все тряслось, я заикалась. И я 5 дней вот так вот лежала, я не ела, я не спала, я лежала. Ангелина мне старшая подходит, говорит, мама, встань, хотя бы поешь и расчешись. Я вообще вставать не могла. У меня давление было 182 на 172. Это потом я уже ждала же, что привезут так, как они обещали. Потом я поняла, что тут что-то не то. То есть вы в какой-то момент поверили, что он погиб? Ну, они так утверждали в этом. То, что они там то потеряли, то везут, то не везут. И за эти вот месяца до апреля я его 5 раз хоронила. Как только я вот что-то такое нахожу, что подтверждает, что он живой, я начинаю радоваться, что он вот есть. Потом опять какой-то звонок и добивает меня, что нет, там какие-то там свидетели появляются, какие-то фрагменты этого всего появляются, какие-то эпизоды у них новые. Я говорю, меня одно удивляет, то, что они взяли детей с многодетных, с таких вот малообеспеченных, с таких низших категорий детей. Сразу же в первый вот заход. Когда я была первый раз в части, я сказала, почему оставшее не по плану пошло? Зачем вы пустили детей? Это же спецоперация, где ваши специалисты, Росгвардия, ОМОН и там другие структуры, которые обучены люди? Зачем вы детей туда пустили? Ну, мы же не знали, что так будет. Хорошо, в план, как в план, да, там на войне есть план А, план Б, там, а где план Б? Это не прощается. Это не забывается. Это не... А сколько сейчас ребят таких контуженных, которые психику сломают? И мамы вот пишут, которые детей забрали, говорят, это, во-первых, не ребята 20-летние, а 40-50-летние уже мужчины, у которых сломана психика, которые инвалиды пришли. 22-го, когда он марта крайний раз мне позвонил, вот это уже было из подвала, с другого номера, и этот номер был украинский. Вот по этому номеру я в последующем нашла вот эту гражданку, в которой доме они жили. Я с ней поговорила. Она объяснила мне, что 26-го они уехали из Малой Рогани с дочкой, с месячным ребенком. Она была в России некоторое время. Она сказала, мы из России уехали в Малую Европу. Я так не поняла, что тут такое Малая Европа. Ну вот она уехала в Европу. И я говорю, скажите мне, где ребята были, в каком районе, где вы вообще проживаете? Она сказала, ну вы понимаете, я не могу вам этого сказать, я боюсь. Я говорю, не надо бояться, там есть погибшие. И она говорит, кто? Я говорю, скажите мне координаты, я скажу, кто. Она мне сказала, я единственная вам скажу, это Малая Рогань. Я ей сказала, кто погиб. Она зарыдала в трубку, очень сильно зарыдала и отключилась. Я все данные передала в Министерство обороны. Вообще все, что я знала. Они мне по телефону, откуда вы это знаете? Я говорю, так может надо увольнять кого-то и с такой должности, которой они должны это знать, а не я. Вот этот момент в Рогане, когда он звонит из подвала, что они там делали в этом подвале? Они вот в этом доме находились, которые, вот, я так поняла, вот эта вот женщина их туда пустила жить. Мне тоже один
человек с погонами спросил, а почему они жили в домах? Я говорю, я откуда знаю? Я что, военный? Я откуда знаю? Вы мне вообще объясните, как он там оказался? Я-то хочу узнать, кто его туда отправил. Они даже не знали, для чего они туда идут. Они не знали. Один мальчик позвонил своей маме, мы находились с ней вместе рядом. И он сказал, я тебя умоляю, ты только телевизор не смотри. Она говорит, почему там? Он говорит, не смотри телевизор. А в телевизоре вы смотрели новости? Наш канал вообще не смотрела. Ни первый, ни второй, никакой. Потому что я не могу. У меня прям такой рвотный рефлекс от этого вообще просто. Смотрела украинские каналы, смотрела там, те каналы, которые закрылись, естественно. Там сложно, конечно, но это все фильтруешь. Но я, по крайней мере, смотрела там через дня два просто информацию, чтобы понимать, что, куда, докуда дошли. Вот эту хотя бы информацию, понимание. Хотя мы вообще не знали, не могли говорить. Даже когда звонил, он не мог сказать, где. Где он находится, он не мог сказать. Своему я сказала, вот когда 22 марта мы разговаривали, вот они сидели в подвале, опять это не было касок, не было никаких бронежилетов на нем. Я не видела оружия с ним рядом. И он мне 2 раза, когда звонил, 2 раза, я говорю, а где средства защиты тогда, если на вас сейчас нападут? Он такой говорит, мы не стреляем. Тогда что вы там делаете? Дома охраняете? Вы чем там занимаетесь? Я у него спросила, сколько у вас там человек? Он говорит, я не могу тебе сказать. И он не мог сказать, где они находятся, потому что они подписывали бумаги. Нет, здесь даже, знаете, как вот вопрос надо ставить так. Если назначалась такая операция, то в этой операции должны были участвовать обученные люди, которые прошли Чечню, которые прошли Сирию, которые знают о таких мероприятиях. Зачем? Ну, если они вот уже назрела эта ситуация, и туда вводят вот эти войска, ну, это же не должны быть наши дети, которые вот еще только пошли, которые хотели быть. И многие из них, кто хотел быть летчиком, кто хотел защищать свою родину. Как вы думаете, Кирилл будет дальше хотеть быть военным? Вот когда он вернется домой, я у него спрошу. Мне позвонили 11 апреля, 14 часов 10 минут. И по громкой связи один офицер из Министерства обороны мне сообщил, что мой сын в плену на территории Украины. Для меня был шок, конечно. Я в машине находилась с адвокатом. Так сложилось, это стечение обстоятельств, что у нас в этот день была назначена с ним встреча. Она не касается моего сына. И мы с ним там встретились у прокуратуры у нас в Петрозаводске. Естественно, мы наши дела все забросили. Он такой, поехали. Мы поехали в военную прокуратуру. У нас в Петрозаводске сразу же, через 10 минут, то есть в 14:20, мы уже сидели в кабинете у помощника прокурора военного и писали заявление. Адвокат все говорил, потому что я могла только плакать. И он, под его диктовку, было написано заявление, чтобы прокуратура разобралась, по какому праву вообще мой сын оказался не прошедший срочную службу, подписавший непонятно какие документы, какой контракт, где служить, чтобы нам предоставили контракт. Ну вот уже месяц сейчас прошел, от прокуратуры пришло только мне документ, что они отправили все мое заявление, мое обращение в Северо-Западную прокуратуру, это в Санкт-Петербург. То есть там будут разбираться.
11 апреля вечером я позвонила нашему комиссару армии Артемьеву Андрею Анатольевичу. Это в Петрозаводске? Да, да. Это тот самый, с которым вы разговаривали, когда Кирилл захотел служить в армии? Да, да, Артемьев. Я ему позвонила по личному номеру, нашла через людей. И говорю, что я не знаю, что в этой ситуации делать. Кирилл, мой сын, находится в плену на территории Украины. И он мне говорит: ой, Ирина Петровна, перестаньте, это все фейки, еще кто вам это сказал? Я говорю, мне это сказали с горячей линии Министерства обороны. Он говорит, прям вам сказали, что он в плену. Я говорю, да, сегодня при адвокате, у меня есть свидетель. Я говорю, вы хотите сказать, что я могу шутить такими вещами? Я говорю, он такой, хорошо, свяжитесь вот с этим человеком, позвоните туда через 5 минут, вам все объяснят. Я перезвонила по номеру, который он мне дал. Оставила там информацию, что данные своего сына. Мне перезвонил он и сказал, ждите, завтра вам позвонят опять из Москвы, из Министерства обороны. 12 апреля в 7:30 утра мне звонят с Министерства обороны, 495 номер московский. И там, здравствуйте, вот по заявке ваш сын на сегодняшний день, на сегодняшнее утро считается пропавший без вести. То есть это за ночь переменилось? За ночь. Да, с 2 дня, в 2 дня 11 апреля он в плену, по 8 утра 12 апреля он пропавший без вести. Проходит несколько дней, я звоню обратно опять по этому номеру, на горячую линию. Мне говорят, ваш сын находится в плену на территории Украины. Я говорю, вы не путаете? Я говорю, он вчера был пропавший без вести. Нет, сведения такие, в плену. Я говорю, хорошо. Когда 3-й раз я позвонила, мне сказали, он пропавший без вести, я говорю, вы определитесь уже. Он что, у вас день в плену 2 бегает? День в плену опять сбежал и опять попал в плен? Что за такой супермен-то у меня там? Вы мне объясните, это как? Кто вам дает информацию? Говорят, нам дают с части. Я говорю, опять часть. Я звонить в часть. Естественно, никто не отвечает. С нами, с родителями, никто не общался по этому поводу. Через не знаю сколько времени. Я дозвонилась до части, до дежурной. Через коммутатор соединили меня с дежурным. Я говорю, можно мне услышать такого-то полковника? Его нет. Я говорю, а где он? Не могу знать. Я говорю, как вы не можете знать, где ваш начальник? Я говорю, я мама военнослужащего, у меня есть к нему вопросы. Он говорит, он так и сказал, вам не представится, ему их задать. Я говорю, подождите, он погиб? Он говорит, да нет, что вы, он живой. Я говорю, а почему мне не представится ему задать? Его здесь нет. Я говорю, он на операции? Он говорит, нет. У него есть зам. Я говорю, кто? Называет мне фамилию зама, имя, отчество, я все записываю. Я говорю, хорошо, приглашайте его к телефону. Он говорит, я не могу, у меня приказ не звать к телефону исполняющего вот сейчас обязанности нашей части 29760. У меня приказ не звать к телефону, когда звонят мамы, жены военнослужащих. Я говорю, вы серьезно? И я не скрываю, дежурный улыбался в телефон, смеялся. Я ему говорю, вы смеетесь над тем, что мы не можем узнать, задать вопросы. 1 марта он позвонил, все нормально, потом 4 позвонил, 8 позвонил марта, и последний звонок 14 марта он позвонил и пропал почти на месяц. Это были вообще адовые просто дни, потому что звонишь в воинскую часть, они говорят, что все хорошо, в Минобороны говорят, в списках нет, все хорошо.
Еще где-то там то же самое. Вначале вообще с телефона, который нам давали Минобороны, это вообще какая-то психологическая помощь была. Туда звонишь, они там спрашивают, и на этом все. И вот эта вся информация. Все хорошо. В списках нет. И что дальше? В списках нет, все хорошо. Значит, 14 числа неделя прошла. Я все телефоны, с которых он звонил, с которых он там писал что-либо, я все туда начала отправлять. СМСки, там, звонить. Ну, естественно, там все недоступные, они все эти телефоны. Просто СМСки начала кидать. Кто знает там про сына, напишите хоть весточку, хоть вот просто жив-здоров. Просто жив-здоров. Я узнала то, что часть ребят наших стоит под Белгородом из нашей воинской части. Я поехала туда. То есть вы просто поехали туда самоходом? Да, я сама на поезд, села на поезд. Мне нужно было информацию, хоть какую-то информацию добыть, потому что то, что говорят в воинской части, то, что говорят здесь, ну и что дальше, где, чего и как, ну это просто невозможно. На успокоительных просто сидели. Везде, где можно было, везде я все спрашивала. Но нет, никто не может сказать, где и что с сыном. Никто, ни один. Ни с одного канала мы не смогли узнать. Куда только не обращались. Я поехала туда. Я узнала, вот, что наши ребята там. Думаю, ну, возможно, по телефону никто не может сказать. Там, потому что, ну, понятное дело, ситуация такая, все остальное. Приехал туда. Думала, сейчас меня тоже там эти военные скажут, идите отсюда вообще, что хотите, идите, ждите. Я приехала, там вот меня встретили, там буквально там 8 часов вечера, что ли, поздно уже достаточно, было холодно. Они прям в шоке были, вы сюда приехали, откуда, там все такое, давайте мы вам бушлат дадим, давайте мы вам чай сделаем, давайте вас сумки сюда поставим. Прям я вообще настолько была растрогана, удивилась прям очень сильно. Думаю, надо же, как такое еще есть, оказывается, у нас в армии. Вот я им дала все данные, свой телефон оставила, они мне дали свои телефоны, попытались поискать, сразу мне сказали, он за лентой, это точно. За лентой это значит? За лентой в Украине, значит, да. Связи нет. Связи нет с ними никакой, там все глушится, связи нет. Сказали, мы будем искать. Как бы всю информацию, какая будет, мы сразу же вам напишем. Вот, мне там таксист дождался, там, я буквально, наверное, полчаса пообщалась с ними. Вот, поехали обратно, они потом на следующий день звонили, как вы доехали, там, что и как. Но тоже никакой информации все равно не было ниоткуда. И в итоге 9 апреля. 9 апреля он мне написал СМС. Сказал, мама, это я жив, со мной все хорошо. Я сразу же тебе кину денег на телефон. Он такой, да, я кинула денег на телефон. Что-то начал спрашивать, а он такой молчит. Ничего не отвечает. А у нас такое с ним было кодовое слово. Если что-то вдруг, кодовое слово у нас было. Я ему пишу. Кодовое слово, какое у нас с тобой? Он там написал. Я говорю, ну все нормально, ура, это ты, слава богу. Потому что до этого мошенники какие-то ко мне звонили. Говорили, что вот, ваш там сын контужен. Но его в больницу не отправили, потому что это там выплаты какие-то должны там наша страна производить, все остальное. Сейчас мы с ним вчера виделись. Вот, он там в таком не очень хорошем состоянии, очень хочет вернуться. Мы можем позвать фельдшера завтра. Он его осмотрит, напишет ему диагноз двухстороннее воспаление легких, и его отправят в какой-нибудь госпиталь, в Белгород или еще куда-то. Вот. Он еще представился, фамилия такая вот очень знакомая была именно вот из части кто-то как будто бы. Я так еще прям такая думаю, боже, неужели кто-то позвонил сказать, что все хорошо. Вот. А потом в итоге оказался вообще какой-то мошенник. Вначале сказал, столько-то денег оплачивать, потом мы даем адрес, какой госпиталь его везут, потом столько-то денег оплачивать. Я говорю, ну не вопрос. Давайте мне с сыном поговорить. Вообще не вопрос. Легко столько и столько могу заплатить. Дайте услышать сына такую. Что он скажет, мама, это я, да, все, да, я в порядке, да, хочу, вот так. И такое было. Мой сын пропал с 25 марта по 28 в Малой Рогане. Так сложилось, я нашла несколько людей, которые знают больше, чем я знала.
Я узнала, с кем он остался в доме в этом 25 марта. Потом я узнала о бое в Бисквитном, где погиб Влад. Это он погиб 28 марта. И так написано свидетельство о смерти. И он погиб в Циркунах, в свидетельстве. А погиб он в Бисквитном. Сколько километров между ними разница? Примерно 27-30. Я разговаривала с ребятами, которые сказали, бой был в Бисквитном. Я говорю, мой сын был в этом бою? Нет. У меня есть записи, записаны, где я разговариваю с командиром. И он мне говорит, с кем остался мой сын. Называет фамилии. Через некоторое время он называет другие фамилии. То есть он путается в своих показаниях. Я нахожу одного из этой фамилии, что он находится в плену. То есть я нахожу, мне люди присылают видео из частного чата Украины. Там были разговоры у них, что они 26 марта 32 человека взяли в плен в Малой Рогане, увезли их в неизвестном направлении, но кого-то увезли на какой-то завод. Ну, я стала так искать своего сына. И моменты вот такие я сопоставляю примерно, когда они брали в плен наших ребят, когда заходили вот туда Азов, нацбатальон в Малую Рогань. И там увозили очень много на машинах, они сами снимали. Там есть и ролики, те, которые по телевидению озвучивали в марте, когда пихали наших ребят, кто в форме, а кто в одних плавках, в носках, в машины в открытые сажали и в закрытые, то эти видеоролики есть и в их чатах. А что это за чаты? Это их местные чаты. Я потом, не на камеру, я потом вам скажу, как название там вот этого чата. Расскажите, вот, что вам рассказывают, как было дело? Вот так мне замполит и сказал. Давайте сначала. То есть, это боевая машина пехоты, БМП? Сейчас скажу, боевая. БРМ К1. БРМ. Боевая разведывательная машина. Да, я прочитала все об этой машине. В 95 году ее модифицировали. То есть там она стала больше, там можно 6-7 человек в экипаже, и плюс запасные люки, и там есть перегородка в этой машине. То есть она дает ограждение от водителя до пассажиров. Вадим кем служил? Изначально история была, что Вадим был в наводчиках, он стрелял в врагов, и в него попало. А потом, когда начала я уже все узнать, они уже по-другому все сказали эту историю, что он был внутри машины. Где это происходит все? Изначально они сказали, что в Сумах. Потом я стала искать информацию, сказали, что это Черниговская область, город Прилуки. Ну, это вообще приличное расстояние. Я разговаривала с двумя его сослуживцами, они так сказали, что они там переночевали 26 число, они там где-то переночевали и пошли, на Киев, как сказал один. Через Чернигов они пошли на Киев и заехали в лес. А там были срубленные деревья, и там была засада. Они первый раз попали под обстрел, они обошли этот обстрел. А там уже, куда их, я так понимаю сейчас, что их загнали туда, под другой обстрел, там, где было более жестче, и там вот такие потери. Хотя, опять же, информация разделяется. Одни говорят, что это был ночью обстрел, другие говорят, что это было днем. Жавелин этот прилетел, снаряд в машину, в экипаж. Аргунов погиб, который командир взвода, и якобы Вадим. Там в этот Жавелин там несколько кубов, 1000 метров газа. И, то есть даже тела нет. Потом взяли ДНК. У Аргунова родители взяли и у меня. А потом я же узнала, что должно быть 2 свидетеля, как берут ДНК, и плюс заключение, экспертизы, идентификации этого. У меня ничего нет. То есть я не знаю, было ли на самом деле или не было его. И они мне сказали, что ДНК ваша уже есть в базе данных, и так как поступают ребята, не идентифицированные, но если вдруг повезет, он всплывет, и тогда признают его. И вот так они месяц то везут, то груз потеряли, то в Белгород, то Ростов. И я нашла папу Аргунова, который командир взвода, кстати, хороший папа, мы до сих пор с ним общаемся, он перезванивает.
И поставили им, ну, как бы посмертно, что 26-го. Я говорю, так 27-го же сказали утром. Он говорит, ну, не знаю, поставили 27-го. И когда брали ДНК, я же начала теребить, где мой сын, дайте мне хоть что-то о нем. Если вы утверждаете, что он погиб, ну, почему нет официального заключения? И они поехали во второй раз и собирать вот эти, как сказал, фрагменты. То есть не тело, там ничего, а просто фрагменты, остатки этого. И они искали вокруг этой машины, сказали, что это было дополнение этих фрагментов ДНК Аргунова. То есть Вадима там вообще нет. Я говорю, может, вы его потеряли? Ну, скажите, что потеряли. Ну, я все пойму, я сама поеду, найду его. Нет. И я была в субботу в части. Часть Наро-Фоминская. Да, и замполит сказал, что мы стараемся делать хоть что-то, чтобы дать ему статус. Я говорю, статус мне не нужен. Мне не нужен без вести пропавший. Или третьего не дано. Я говорю, я не успокоюсь, если надо, я говорю, дальше пойду, я буду на все идти, лишь бы найти сына. Сегодня я, как обычно, звоню в Министерство обороны, спрашиваю, говорю, я ищу сына такой-то, такой-то, оттуда-то, оттуда. И оператор сказал, что мы вам сегодня перезвоним. Я говорю, вы мне перезвоните с 5 марта. Вы мне обещаете, обратной связи нет. Он говорит, я вам обещаю, что мы вам перезвоним. Я говорю, хорошо, я жду. И прошло, наверное, часа 2 или 3, перезвонили с министерства и сказали, что, говорит, ваш сын жив, с ним все хорошо, его нигде в списках нет. У меня был самый первый порыв. Конечно, мне в Министерстве обороны дали номер телефона украинского Красного Креста. Я туда позвонила. Женщина сняла трубку. Я ей говорю, я бы хотела узнать там по поводу военнопленного. Я издалека, вот из России, вот, и объясняю ей. Я выслушала много негатива в свой адрес. Я ей сказала, знаете, мне и так тяжело. Мне и так тяжело. Вы мне сейчас зачем это говорите? Я что могу изменить? Я хочу вернуть сына своего домой. Я имею на это право. Потом связь прервалась. Я нашла волонтера, мне там люди подсказали. Я ему ВКонтакте написала. Он мне скинул с фамилией моего сына 3. Я потом вам могу показать, кто с какой части, в каком полку там был. Там, он говорит, среди них вашего сына нет. Это мертвые все, которых он... Живые. Живые? Да. Потом я у него спросила по поводу, как искать среди погибших. И он мне через час, полтора написал СМС в этом ВКонтакте, что и среди погибших у меня его нет, то есть данных на него. Среди пленных нет, среди погибших тоже нет. Это как? Супруги брат позвонили сказали, что ДНК не подтвердился. Вот представь, такая же ситуация. Не подтвердилось. Да, не подтвердилось, и ждите ваше ДНК уже. Есть в базе данных. Вот всем одно и то же. И буквально через пару дней звонят второму брату, говорят, нужно сдать ДНК. Спустя месяц с того дня, когда я первый раз только сказали, что тело Некси. То еще раз показывают такое отношение. Вот, да, конечно, так совсем не делается. Нельзя так делать. Давайте я завтра, у меня у супруга брат работает юристом в пожарной части. Такой толковый юрист, всегда докапывается до суда, до всего. Вот такой нам. Я завтра с ним встречусь, подключу ваше аудиосообщение, чтобы он понял, о чем речь. И спрошу у него все, как это делается. Вот, все узнаю и вам сообщу. Плохо, что мы живем на крайнем севере нашей родины. Ямало-Ненецкий автономный округ. Нам только до Москвы на машине ехать 5 дней.
Вот, плохо, что мы не рядышком с вами. Вот. Но у нас скоро будет отпуск. Я постараюсь приехать в Москву, может, мы с вами увидимся. Может, у вас будут хорошие уже новости к тому времени, дай бог. Так что я вам завтра сообщу, я с ним проконсультируюсь. Может, как-то это все и удаленно, или как-то можно создавать. Все узнаю и вам сообщу. Если бы у вас спрашивали разрешение, вы бы отправили сына на эту войну? Конечно, нет, он необученный человек. Он по воробьям не стрелял. Кто смог обучить наших детей, которых забрали в октябре, в ноябре? И отправили к специально обученным людям, обученным убивать? Конечно, я его бы не отправила. Не готовые люди, не готовые. Если это специальная операция, и там пропал без вести мой сын, почему не возбуждают уголовные дела? Почему меня не признают сейчас потерпевшей? Или не признают ту мать, которая ищет своего сына? ДНК не подтверждается, мы с ней в контакте вот общаемся. Нас, родителей, обманывать нельзя, нам нужно говорить правду. Это закон. Если вы нас будете обманывать, нас, родителей, ничего хорошего из этого не будет. 19 лет против 30-летнего спецназовца, которого обучала Америка, которые жили и денно и ночно тренировались. Какой он им ровня? И когда я вижу, мне тут прислали тоже этот видео, пленного ведут там по городу, и его избивают местные люди и жители. Это самый незащищенный слой людей, которые оказались в беде. Это пленные. Местные могут уйти, удрать. Ну, это если они живы. Да, если кому-то повезет, да. Вообще такое состояние такой тягучей какой-то массы все время находишься. И вот каждый вот этот звонок, каждый вот этот СМС, это как глоток воздуха. Прям вот реально вот как будто выныриваешь вот туда наверх, позвонил, глотнул, и вот каждый день все ниже, ниже, опять вот это спускаешься вот в это состояние. Вот. И потом мы все, как бы вроде говорили, должна быть ротация, потому что они уже там с самого начала. Вот, никак ничего не было. После того, как я первый раз в Белгород съездила, да, я для себя, вот настолько мне было плохо, я не знала вообще, что мне делать. Я решила, я не знала, жив, не жив, я, конечно, понимаю, сердце матери чувствует вроде, но иногда прям настолько руки опускаются, и не знаешь вообще, как дальше вообще идти, у тебя прям еле-еле ноги двигаются. Я такая думаю, давай я буду писать письма. И я писала каждый день ему письма. Первое письмо, которое написала 30 марта в поезде, как оказалось. «Привет, мой хороший. Пишу тебе письмо из поезда Белгород-Москва. В понедельник приехала в Белгород, чтобы найти хоть какую-нибудь информацию про тебя. Где ты? Что жив и здоров? Уже 16-й день ты не выходишь на связь. Но я знаю, что с тобой все хорошо. Мы вместе за тебя молимся и ждем твоего скорейшего возвращения. Домой, живым и здоровым». Вот это вот каждый день я просыпалась и вот про себя говорила, сын вернулся живой и здоровый. Каждый день. Каждый день. Мантра моя была это. Вот. Ездила к ребятам, вот я эту историю вам рассказывала, то, что к ним ездила, вот в Белгород написала, тут все, то, что с ними поговорила. Вот. Меня многие поддерживают и помогают тебя искать. Иногда мне так тяжело, что просто невыносимо, но я стараюсь держаться. Ведь я знаю, что жив и здоров, и ты сделаешь все для того, чтобы меня обнять и поцеловать. Солнце мое, очень тебя люблю, от земли до луны и обратно. С любовью, твоя мама. Каждый день писала. Так помогает на самом деле. Да? Да, очень. Я прям
Иногда пишу и прям представляю, что он рядом. Пишу, что мы с ним делаем. Он у меня такой, он со мной, вот мы вместе с ним. Он меня встречает с работы там. С ним ходим, мне даже на работу приезжает, помогает. Я писала как раз, вот мы с тобой. Если бы ты был рядом, вот то поделали бы это, поделали бы то. Вот. Так что письма помогли. Потом я начала уже какие-то чаты искать, нашла чаты уже с нашей части. Вот оттуда я узнала, что посылки можно отправлять ребятам. Вот. Туда на фронт? Да, и можно посылки отправлять, они получают. Вот. И первую посылку я отправила, правда, вот, ну, так как ни связи, ничего не было, обычно после посылок, обычно ребята звонят. Тут посылку отправили, ничего не позвонили, ничего не было, я даже не знала, получил он эту посылку, не получил. Вот. Потом через 2 недели еще собрали посылку, я такая думаю, ну, лучше отправлю за то, что получат. Если вдруг вот так вот, а тут кто-то получает, а он не получит, даже не знала, получит, не получит, письма там, туда положили рисунки от младшей дочки. Кстати, он обе посылки получил, все им передали. И вот, и мы когда оттуда уезжали, он забрал вот эти письма, сидел в машине, читал, такой, говорит, мам, блин, это, говорит, так прям трогательно, так прям это. Ну что тут у нас может быть? Мой сын был взят в плен 25 марта 2022 года. Малая Рогань, Харьковская область. Я очень прошу, взываю к вам, люди, от которых это зависит, и к российской стороне, и к украинской. Я вас очень прошу, верните его в Россию. Он всего 3 месяца был в армии, как попал на Украину. Верните его. Если и живым, верните, если он погиб, верните его тело, я вас очень прошу. Вы записали видео, которое есть в интернете. Были ли у вас проблемы после этого видео? Знаете, прям вот, чтобы кто-то мне звонил, там угрожал, еще что-то там, привлекут меня за фейк, еще за что-то. Нет. А почему вы записали это видео? Крик души. Нас никто не слышит. Я оказалась в такой ситуации, и я не одна такая. У меня группа, где там 40 мам. 40. И у нас там есть уже, где погибшие. И я их поддерживаю. И у меня уходят силы. Я скажу, что я их поддерживаю, чтобы они там... они герои, они погибли, они герои. Там... А потом я реву. Потому что я знаю, что никто этим матерям не вернет уже. Это наша общая боль. Если готовились к такой масштабной операции, нельзя было врать, лгать. Нужно было говорить, доводить до детей. У вас есть вопросы к тому, зачем эта война нужна была? Ну, вообще, если ее назовут войну войной, вопросы отпадут сами по себе. Если это специальная операция, и на ней пропали наши дети, мужья, братья, то мы хотим, чтобы это рассматривалось по-другому. А какая разница? Разница, если здесь в этой ситуации не работает закон военнопленных. Спецоперация? Конечно. На войне было по-другому. Если это война, они же не называют это войной. Это специальная операция по уничтожению фашизма. Вы верите в это? Я не жила на Украине. Я ездила туда, отдыхала. У меня не было проблем. На вас фашисты нападали? Нет. Нет. Я была в Харькове. Я раньше, в конец 90-х годов, я всегда отдыхала в Крыму.
Ялта, Харьков, Николаев. Я даже во Львове была, в ресторане. Вы считаете, что эта война нужна России? И я не знаю, нужна ли, кому она вообще нужна, и можно ли это войной обозвать. Я просто начинаю сейчас изучать историю афганской войны, чеченской войны. Почему каждых 20-25 лет происходит война? Зачем? И она аналогична тем и сейчас. Там срочники, там дети. И они первым же ходом туда идут. Для меня это непонятно зачем. Эта война вошла в каждый дом, в каждый, включая двух сторон. У всех боль одинакова, у всех слезы одинаковые. Но не знаю. Я одно не понимаю. Если вот как в Афганистане, как в Чечне, там, не знаю, там всех деталей, подошли бы к бойцу и спросили, хочешь заработать денег? То есть ты готов ради жизни своей, ради этих денег рискнуть? А им даже права выбора не предоставили. И как ребята говорят, просто нас ночью посадили в машину и вывезли. Они даже не знали, куда. Если бы вы знали, куда он едет, вы бы его отпустили? Конечно. Ой, в смысле, я бы отвоевала его дальше. Я тогда, когда он сказал, что они поедут на учение, я тогда уже с ним разругалась. И я сказала, я этот контракт разорву. Он мне сказал, что поздно. Возможно, как он говорит, я же тебя знаю. Возможно, поэтому он молчал, не говорил мне ничего. Если бы он мне сказал, соответственно, его бы там не было. В ту же минуту бы не было. Самое обидное то, что они не отвечают за свои поступки. Ты обращаешься, они просто руками разводят. И когда изначально мне сказали, что когда закончится война, потом, возможно, Следственный комитет пойдет еще раз на то место, и, возможно, там будут останки Вадима. Я говорю, ну, у вас же есть очевидцы. Почему со слов очевидца, со слов свидетелей нельзя дать официальное заключение? А сейчас мне сказали, что там уже той техники нету. Самые местные жители Украины это все уже развезли. То есть как бы опять я осталась ни с чем. В субботу я ездила в часть, подняла вопрос. Я говорю, если Вадим считается как живой, ему же поступает зарплата, я могу эту зарплату получать? Нету доверенности. И комиссариат сказал мне с военкомата, вы должны были заключить с Вадимом доверенность. Я говорю, у нас не было такой необходимости. Зачем мне с сыном при живом сыне и вообще заключать какие-то доверенности? Я говорю, у нас не было такого, у нас было просто доверие. Надо ему деньги, мамуль, дай мне там, кинь, пожалуйста, вот тебе моя карта. Или когда он получал вот это уже 27 тысяч контрактных, он каждый месяц там по 5 тысяч мне давал, соответственно, я их потом ему и возвращала. Подождите, то есть вот вы говорите, что ему предложили работу в этой части за 90 тысяч, да. И он не пошел на нее? Ну, он на это подписал. А почему 27 тысяч? Ну, как контрактник он получал 27. То есть вся его зарплата была 27 да. тысяч по контракту? Да. Вадим, когда ехал, он сказал, что мама, мы едем в командировку, нам обещали платить 40 тысяч. К этим 27 дополнительно еще 40. Я говорю, не надо мне твоих 40. Я не для этого тебя туда отправила. Чтобы ты получил профессию. Потому что Вадим закончил школу, и как раз ему исполнилось 18. Я их привезла из Украины, и их спустили всех на год. Потому что язык и плюс другая программа. И так по возрасту получилось, что он пошел. 18 никуда не поступил. Кто-нибудь из государственных органов, из военных или из гражданских оказывал вам какую-то поддержку, помощь? Никакую. Абсолютно. То есть не пришел никто из части, из военкомата, не обнял вас и не похлопал по плечу? Никто. И не сказал, что ваш сын молодец, вы не переживайте, мы его найдем? Нет. Если комиссар наш Петрозаводский сам мне не отзвонился, отдал номер телефона своей секретарю, и я-то вижу, что он звонит. Я, да, Андрей Анатольевич? Нет, это не это вот. Он просил передать, чтобы вы обратились в прокуратуру. Я говорю, спасибо за совет. А при чем тут прокуратура сейчас? Мне с ним надо поговорить. Он опытный человек, он должен мне как-то сказать, объяснить. Мы остались в такой ситуации, нам ни психолога, никаких слов, никакой помощи моральной. Мне не надо от них ничего. Морально. Вот просто позвоните и скажите,
У нас есть центр, пожалуйста, с вами поговорят, сходите. Мы же знаем, что вы ревете, да, там, днями и ночами. А мы ревем. У меня утром дочку в школу отвезти, я в храм на службу. Чтобы служба закончилась, я в школу за ней привела домой, покормила, повезла ее на занятия в музыкальную школу. И вот так наши дни проходили. Пока она на занятиях, я реву, сижу, жду ее, я просто реву от бессилия, от неизвестности. За все время, пока вы ищете своего сына, кто-нибудь из официальных представителей власти или от Министерства обороны, или от воинской части приходил вам выразить какую-то поддержку? Нет. 24 марта я во все инстанции дала заказными письма лично в руки со стоимостью оцененной, потому что это документ, это не просто письмо, а предоставьте там информацию о моем сыне. Комиссариат приехал 1 апреля и принес мне уже ответное письмо. Что в нем было написано? У них нет информации о моем сыне. Я говорю, а зачем вы приехали? Можно было точно так же мне письмом дать. Ну, было, да, видно, он, извините, там, он один извинился, он как бы посочувствовал. Я говорю, я знаю, что я найду его живым. И когда вот я в части была, уже замполит мне сказал, что сверху спустили письма в часть и сказали, чтобы успокойте маму. Я говорю, мне надо успокаивать. А мне ответного никто не дал. И когда я обратилась к Валентине Мельниковой за помощью, говорю, помогите, я просто слышала о том, что вы помогаете многим. Она позже меня дала запрос на военную прокуратуру, и она вот буквально пару дней назад ей дали ответ. Ну, если так перефразировать, небо голубое, солнце ясное. То есть ни о чем. У них нет информации, никакой подтвержденности. Где он, что с ним. Хотя они говорят, что он погиб, но нет никакого подтверждения. Кто-то из представителей части, Министерства обороны связывался ли с вами, оказывалась ли вам какая-то поддержка, в том числе и психологическая? Нет, вообще ничего. Мне кажется, наоборот, там только у них один ответ. В списках нет, ждите. Мне кажется, вот для всех один ответ. Ждите. Все, что они говорят. Почему очень многие мамы боятся разговаривать о своих детях, которые погибли или в плену? Вот в чатах, где я состою, в том числе Таманской дивизии, одна так сказала, что Путин оценил жизнь моего сына в 5 миллионов. Зачем мне дальше двигаться, там разглагольствовать, если я получу эти деньги? Я говорю, а другие дети? А сироты? Там сколько сирот погибло 20-летних? Тихо. То есть она готова за 5 миллионов молчать, простить смерть сына? Да. А ты не хочешь помочь другим мамам? Ты не хочешь тем детям помочь? Она говорит, нет. Я говорю, мне не нужны деньги. Я говорю, даже если вот я допущу эту мысль, вы деньги получите. Насколько вам их хватит? На год, на 2, не знаю, куда вы там собираетесь. А дальше как вы будете жить с этими кровавыми деньгами? Дальше как вы будете существовать? Хорошо, если есть могила. Ты будешь бегать туда и плакать каждый день, не знаю, там просить прощения, либо благодарить за эти деньги, что не зря родила сына. А хорошо, если нет могилы. Как ты всю жизнь свою, оставшуюся до своей конца своих дней жизни, ты будешь думать об этом? Что ты продала сына за 5 миллионов. Потом я общалась еще с одной мамой, сестрой. И она говорит, что тоже, также ей сказали, не переживайте, мы вам все выплатим. Она говорит, мне не нужны ваши деньги, дайте мне расписку, там, заявление, я подпишу любую бумагу, я откажусь от любых этих денег, но дайте мне или тело, или дайте мне живого. То есть, разное такое расхождение, и, скорее всего, молчат из-за этих денег. Я этого не понимаю вообще. У меня есть запись с одной мамой, которая сказала, я ничего об этом слышать не хочу. Я говорю, у вас там сын, если мы найдем вашего сына, я найду своего, вы понимаете? Она сказала, я этим заниматься не буду, пусть занимается, кто его туда отправил. О чем это говорит? Она его не любит или она боится? Я не имею права ее осуждать. Мне кажется,
это какой-то стресс. И она закрылась от всего вот этого. Что он даже не хочет не узнавать, где, что и как. Другая мама, она как бы более помягче сказала, но она тоже не занимается. Там занимается ее сестра, другая женщина. Мы с ней в контакте. Мы общаемся, мы готовим документы, собираем всю информацию. Мы сейчас, вот обо мне, как узнают, я вообще не знаю. Мне пишут фотографии, данные, все люди, которых я даже не знаю. Я их отправляю, все это как мне присылают. Если нет возможности мне там переслать, я скрин делаю, отправляю, чтобы и этих ребят тоже прикрепили под документ, да, который мы готовим для военной прокуратуры, чтобы начали работать. И ведь что таить греха. Буквально пару недель назад, до поездки сюда в Москву, я разговаривала с одним военнослужащим. Он уже взрослый дядечка. И он сказал, у нас не налажена система поиска. То есть ее нет. Нас обманывают. Если это не так, они бы нам давно уже сказали. Не переживайте, ваши дети находятся там-то, идет работа. Кто здесь занимается? Когда мы говорим, кто занимается, говорят, военная полиция. А где она находится, мы не знаем. То Министерство обороны говорят, мы не знаем, где она находится. Я такое слышала, да, то, что вот сейчас там сын погиб, там, вот его похоронили, там, вот я сейчас буду, если тут возмущаться, мне даже эти 5 миллионов там не дадут. Даже такое есть. Кому-то вообще ничего не дают, насколько я знаю. Даже хоронят на свои деньги. Даже такое, да, на свои деньги. Почему боятся? Не знаю, почему боятся. Просто, наверное, напуганы. Вот просто привыкли так жить, ничего не говорить. Ребят, те, которые там, мамы боятся, то, что сделает им хуже. Не знаю, каким образом, я не понимаю. Ну, что могут с ними сделать, я даже не знаю. Хуже, чем убить, я не знаю, что могут с ними сделать, я даже не знаю я, почему молчат. Там в нашей Таманской дивизии такое как бы коллективное обращение, и в этом коллективном обращении 150 мам. То есть у каждого там срочники, контрактники, и с этим обращением они требуют дать ответ и объяснение, на каких основаниях было в тайне там вывезено под запретом, без ведома родителей, без разрешения. Как мне сказали, ну это уже не ребенок, для меня он всегда будет ребенком. И я считаю, нужным было сказать родителям тоже. Ладно, там, как Вадим мне сказал, что они подписывают заявление о неразглашении информации. А я говорю, какая у вас там такая информация запретная? Ну, контрактник. Ну, приезжаешь, ты там в карауле отстоял сутки, домой приезжаешь, там 2-3 дня дома, рядом, всегда рядом. И это как бы контрактника было преимущество, что он больше находился дома, нежели там. Потому что мы ему очень много всего перевезли, включая там то, что они форму покупают за счет родителей, нашивки. Вот эти все жетоны, это все покупалось, все сдавалось. И то, что Вадим там получал, он каждый месяц это все пересылал, как он командир. Кому, не знаю. И даже сейчас, когда они ехали на учение в Курск, с контрактников брали по 2000, потому что сломался БТР. И нужно было деньги на ремонт. И я не понимаю, как это русская армия на то сдать. Сколько мы ему воды туда перевозили. И когда он выходил на 2С, я не знаю, как оно переводится, это 2С, мы с Ангелиной по 2 сумки брали ему и возили туда. Он говорит, кухня не просто есть нельзя, пить, воды нет. Делать еще даже не знаю я, почему молчат, почему ничего не говорят, почему не возмущаются. Там потому что столько всего. Там в плане даже денежном. Там вот когда уезжали, мы одежду покупали зимнюю, понимаете? Мне надо, говорит, зимнюю одежду. Я говорю, у меня денег нет.
Это когда его туда отправляли? Да, когда туда отправляли. Мне нужна зимняя одежда. Ну, как бы, у меня сейчас весенняя или осенняя какая-то. Нужно зимнюю одежду купить. Я говорю, у меня, если денег нет, что я должна сделать? Он говорит, значит, мам, так поеду. Нашли деньги, конечно, купили. Таких вот вообще не я одна, таких просто куча. Вы верите власти в том, что вся эта спецоперация была необходима? Честно, я вообще далека от этой военной темы. Говорить можно много, что на самом деле. Для меня очевидно одно. Наши ребята, которые там сейчас находятся, шли защищать Донбасс, да, вот, которые обстреливали. Вот, да, война была Украина с Донбассом. И они шли защищать Донбасс. Но у меня есть вопросы, которые я не понимаю, да. Мы не политические люди, да, мы обычные мамы, живем, как живем, растим детей, занимаемся там, да, детьми, хотим им дать образование, чтобы они были достойными и хорошо. А если начнется если начнется реальная война, а здесь молодежи уже нет, ее все вывезли на Донбасс. В итоге мне позвонили, СМС написали в WhatsApp 26 апреля. Ваш сын в России. Я говорю, все в порядке с ним. Такие, да, вечером позвонит. Вот он мне вечером позвонил, сказал, мам, я сейчас в лагере под Белгородом. Я говорю, я к тебе завтра приеду. Вот я сразу же купила билеты и поехала туда. Приехала, там, получается, под Белгородом, там еще дальше, там лагерь находится. Вот, мы с ним встретились, обнялись, рыдали, стояли. Короче, вышел весь грязный, вот по всех все руки черные, весь черный. Проходил, говорит, 2 месяца в резиновых сапогах, так как мои сгорели. Один день мы с ним переночевали, и потом вернулся в лагерь. Я с ним поехала в лагерь. Хотела я поговорить там с командиром, чтобы его еще там на пару дней со мной отпустили. Вот, мы там несколько этих прошли, пропускных этих санкций, там, как сказать правильно. Вот, а на другой меня не пустили, вот он сам туда ушел. И в этот момент, кстати, вот 2 ребят стояло. Вот, одному там что-то 26 лет, вот он 5 лет контракт, у него полгода заканчивается, через полгода заканчивается, он стоит, вот у него вещмешок собранный. И он говорит, у меня, говорит, родители военные, осталось, говорит, мне полгода, и я, говорит, отсюда сматываюсь, говорит. Мне родители сказали, беги оттуда. Я говорю, а ты рапорт пробовал писать, что это бесполезно. Вот ему 26 лет, у него глаза вот такие вот безысходности. Говорит, мне плевать. Я, говорит, вообще не понимаю вообще, что я здесь делаю. Ради чего вообще я здесь. Вот я думаю, надо же, вот, вроде уже 5 лет человек как бы... И ребята там действительно, они не понимают вообще, ради чего вот это все. Для чего это все. Вот эти все... На смерть они идут, на это все. Это, конечно... Они сами идут на смерть, и они приносят смерть. Да. Вы думали об этом? Конечно, я за это очень тоже переживала. А вы с ним говорили? Я говорила, спрашивала. Но он сказал, нет, мам, я как бы он водитель БТР.
Ну, видимо, такой ситуации не было, что, ну, понятное дело, наверняка там стрелял в дома, там еще что-то, конкретно там в людей так не стрелял. Как бы это, конечно, видел то, что там рядом убивают. Потом говорил то, что вот эти груз-200 вот в мешке, они вот это все собирали. Вот это все, расчлененка там такое, ну, частично, так он немножечко рассказывал. Мам, я тебе так, конечно, не могу все сказать. Конечно, об этом я думала, да. Как вообще вот с этим совсем потом справиться. Как он спит? Знаете, днем вроде он как бы так, ну, так разговорчивый, там, ну, раздражается, конечно, по любому поводу. Вроде так как-то это. Ночами бывает, что просыпается слезами, то, что в плен попал. Не скажу, что прям каждый день, но бывает. Вот с таким этим. Такие они у нас маленькие, зеленые, блин, я вообще не представляю, как они вообще вот это через все это вот проходят, проходят вообще. 20 лет. На что вы надеетесь? Конечно, я верю, что он живой. Я гоню от себя мысли. Я надеюсь, что наши власти договорятся по поводу обмена всех на всех. И раненых с госпиталей вернуть в Россию, и пленных. Я, когда читаю о погибших ребятах на Украине, и когда там гибнут 13-15 лет, я представляю, как сердце разрывается у тех матерей. Господи, я хотя бы до 19 его вырастила, а тут 13 лет. Что мать должна пережить? И грудные младенцы. Это вообще, это вот сам вот маленький, это я честно скажу, с 11 апреля по 24 число включительно апреля я не съела ни одной крошки пищи, и я практически не пила воды, потому что я боялась пить, чтобы мне не было слез, чтобы не плакать, и чтобы моя дочь не видела этих слез от меня. И независимо от этого их было столько. И 24-го это вот и Пасха 24-го я говорю: Господи, сделай чудо, сделай чудо. Сотвори это чудо. Я стояла в храме, очень сильно плакала. Ко мне подошла женщина, обняла меня, говорит: я не могу на вас смотреть, что случилось, что с вами? Я говорю: у меня сын там пропал. Она меня в сторонку отвела, со мной заплакала и сказала мне такую вещь, от которой у меня просто был шок. Вот я поняла, что мне плакать не надо, у меня огромная надежда, что он вернется. Она мне сказала: а мой сын наркоман, и он убил человека, он сидит в тюрьме. А твой сын герой. Да, он герой, потому что власть его туда отправила, и все, кто там, они все герои.
И не только надо эти медали давать тем, которые офицеры, а давать эти медали они должны тем, кто не смогли получить это офицерское образование, но хотели. И в армию они шли не просто. Раз они там погибли, значит, будьте добры, вы всем давайте героев. У нас в Карелии уже 11 привезли, до которых нам только осветили, сказали. А сколько они не говорят. Я 20 минут разговаривала с ними по телефону, с нашим ФСБ в Петрозаводске. И он мне сказал, давайте так, когда вам откажут везде, то тогда вы к нам приходите и пишете заявление. Тогда мы должны вот тогда идти. Надо записать, конечно, еще такое видео, это чуть попозже. Сейчас все равно начинает проясняться более-менее. Это уже начинают показывать других пленных, которые уже месяц просидели. Сейчас вот с Малой Рогани мальчишку показали, слуги в части, где Кирилл. Ну а потом надо собрать всех вот наших, у кого погибли, они сказали, мы тоже приедем. Они готовы приехать. А та, которая 5 миллионов сказала, что Путин оценил жизнь. Они соглашаются. Эти да? Нет, они сказали. Они сказали, если мы сейчас нам этих компенсаций не заплатят, а еще лестницу. Я, говорит, сына уже не верну. Пусть хоть эти заплатят, я хоть это помогу. Да, помогу младшим детям. А это пусть их смерть моего сына на их совести. Вот. То есть. Вы готовы в Украину поехать? Да, мы уже вот с Ирой договорились. Поедем, конечно. Но меня останавливают, потому что у меня дома еще дети несовершеннолетние. Ну, поеду, конечно, почему нет? Конечно, конечно. Я тут сказала, дайте мне номер Ирины Верещук. Я поеду сама туда, найду своего там сына и заберу его, если это будет возможно. Вы же знаете, раньше, да, были, ведь единственного мужчину из семьи никогда не забирали. Старшего не забирали, оставляли. Вот нас государство оставило, вот у кого-то вообще единственный сын, вот у меня там есть в группе мама, он вообще единственный. Вы патриот? Патриот своей страны я? Наверное, все-таки нет. Знаете, если бы, наверное, была патриот, если бы, наверное, я верила, я бы, наверное, со спокойной душой, наверное, если бы мы действительно доверяли нашему там правительству, нашим военным, я бы вот так не поступила, наверное, просто. Я бы понимала, что мы знаем, за что мы тут, за что там идут, что они идут за своими командирами, что их командиры вот ни за что там не предадут, не убегут, ничего. Но это же не так. Настолько везде обманывают, настолько везде все это неправда, ложь везде. Конечно, все вот это их пытаются там мотивировать, там слово там перед боем, там все остальное, но там все так с ухмылкой все это. Никакого там, мне кажется, нет этого ни патриотизма, ни за что они там идут. Я не знаю, может быть, это не везде так. Не знаю. Просто вот некоторые мамы вот говорят, вот мы там гордимся нашими детьми, сынами, там вперед Россия и все остальное. Я вообще этого не понимаю. Чем гордиться-то вообще не понимаю. Не знаю, видимо, не знают то, что там происходит, что ли, то, что там убивают людей, мирных детей. Но сын понимает, что вот он мне говорит, мы против войны. Да, мы против войны. Вы патриот своей страны? Ну, если начнется здесь война, я встану в ружье. Это понятно. Вы патриот своей страны? Наверное, да. Я не знаю, насколько это будет правильно сказать, неправильно. Но я скажу так, как я думаю, так, как я это ощущаю.
наш главнокомандующий вообще знает, что происходит в частях, которые под командованием других, да, главнокомандующих? Он знает об этом? Когда у нас ребята в рваных берцах подошвы прикручивают веревками и проволоками, идут в гуманитарку, берут себе кроссовки. Он об этом знает? А он знает, что вот если он на срочку пошел, и через 2 месяца его вынудили подписать бумаги, контракт, там, какие приказы, мы ничего не видели. Я, например, ничего не знаю, у него тоже на руках ничего нет. Вам страшно? Знаете, вначале было страшно. Вот когда он был там за лентой, вот этот страх был вот здесь наверху. Сердце просто вообще, оно, мне кажется, врывалось просто. Вот здесь и кололо, и что только не делала. Когда я его оттуда забрала, вот это все перешло вниз живота. Такой какой-то холод, страх. Ну, перед полицией, вот это военной прокуратурой, то, что это, ну, все же там нечисто, все же непросто. И то, что это не просто так будет, это на раз, два, три не получится, мы это понимаем, но мы пойдем до конца. Будем делать все. Звонить во все колокола, пытаться. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы добьемся своего, мы все сделаем. Просто нам нужно, чтобы сейчас по документам все прошло. Наш контракт расторгли. Дальше мы пока не думали. А с этим розыском что вы будете делать? Да, будем ждать пока, что дальше будет. Но сейчас нам главное, чтобы какие-то вот ответы пришли с Минобороны, там, с прокуратуры. В итоге рассматривает наше дело, не рассматривает наше дело. Какие-то ответы нужны. А потом дальше будем, походу, действовать дальше. Есть у вас ощущение, что государство вас как-то защитит? Нет, нет. Государства нет. На кого тогда можно рассчитывать? Не на государство, наверное. На людей, которые через это проходили, помогали солдатам через это пройти, ребятам. Только на них. На государство, наверное, нет. Даже вообще ни 1% у меня нет. Не знаю, что будем делать дальше. Но я думаю, прорвемся. Главное, он рядом, жив.